Всем привет, меня зовут Лена Стасевич, и сегодня хочу рассказать вам, как приготовить очень вкусный и нежный десерт суфле. На мой вкус это что-то среднее между пудингом и кремом брюле. Готовится на самом деле несложно, очень быстро и получается действительно такой нежный, легкий десерт. Я надеюсь, что вам он понравится. Отделяем белки от желтков. Я делаю это таким способом. Разбиваю в общую емкость яйца и затем с помощью большой круглой ложки для мороженого отделяю желтки. Это происходит очень быстро. Главное это делать аккуратно, чтобы желтки не растеклись и не смешались с белками. Желтки мы используем в заварную основу, а белки мы используем в меренгу. В первую очередь смешаем желтки с сахаром. Затем добавляем сюда просеянную муку с разрыхлителем. Также можно сюда добавить щепотку соли. Отдельно я подогрела масло, молоко и ваниль. Довела до кипения и теперь вливаю в желтки частями. Перемешиваем быстренько, чтобы желтки не заварились. И затем снова выливаем в сотейник и уже нагреваем до загустения на среднем огне, постоянно помешиваем. Масса должна стать вот такая густая, как такой заварной крем. Теперь пропустим через сито и оставим охлаждаться до комнатной температуры. И теперь взбиваем белки до легкой пены и начинаем подсыпать сахар. Сахар у меня мелкокристаллический, поэтому он хорошо объединяется с белками, и вам я также рекомендую использовать такой сахар. Всыпаем частями, где-то за 4 раза, подсыпаем по чуть-чуть после каждого раза, где-то секунд 40 перемешиваем на довольно высокой скорости миксера. Слишком высокую не делайте, чтобы не насыщать меренгу большим количеством пузырьков, и чтобы потом у нас в итоге суфле не треснуло при выпечке. И таким образом взбиваем до мягких пик, не слишком плотных пик. Вот тут видно на видео, какие они должны быть, то есть хвостик должен немножко наклоняться. И теперь частями берем меренгу и смешиваем с заварной основой. Перемешиваем лопаткой довольно аккуратно, чтобы белки не опали, потому что именно белки формируют ту самую характерную для суфле структуру. И затем эту заварную основу я переливаю в общую емкость с белками и уже лопаточкой аккуратненько снизу вверх тесто перемешиваю. Нам нужно дождаться только объединения теста, вымешивать долго его не нужно. И наше тесто готово. Вот такое оно получается. А тесто я перелила в высокий стакан с носиком для удобства. И теперь нам необходимо разложить суфле по формам. Для суфле используют обычно вот такие емкости, такие формочки небольшие. У меня их 5 штук. И формочки необходимо подготовить. Можно их подготовить до того, как вы будете готовить тесто, чтобы тесто не успело опасть. Я это буду делать сейчас. Формы я смазала тонким слоем масла сливочного. К сожалению, этот процесс почему-то не записался на видео. Но также нам нужно их покрыть сахаром. Насыпаю немного сахара и вот таким образом перекручиваю формочку и остатки сахара ссыпаю во вторую форму. Таким образом сахар равномерно покрывает стенки и дно, прилипает за счет того, что тут тоненький слой сливочного масла, и у нас получится такая приятная корочка и красивый цвет у суфле. А также оно будет равномерно подниматься благодаря тому, что стенки у нас покрыты такой смесью. И ставим также эти формочки в общую форму какую-то, в одну форму, чтобы у них было двойное дно, чтобы дно не подгорало. И наполняем их тестом почти до самого верха. С горкой не надо, конечно же, но вот вы видите на видео, до какого уровня нужно наполнить тестом.
И теперь ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 10 минут. Потом снижаем немного нагрев до 180 градусов и выпекаем еще 5 минут. Можно выпечь 5-7 минут, то есть тут нужно смотреть по вашей духовке. Если вы видите, что у вас слишком поджаривается верх, тогда противень нужно опустить на уровень ниже. В итоге суфле вырастает, становится вот такой красивой формой, такая появляется как бы шапочка, но оно должно ровненько расти, если вы все правильно приготовили. И вот такое красивое суфле у нас получается. Посмотрите, сверху такая золотая корочка. Оно поднялось, очень выросло, но из формы никуда не растекается. Когда суфле постоит буквально через минут 5, когда оно начинает охлаждаться, оно немножко оседает, это нормально. Но вообще такое суфле необходимо скушать в течение этого же дня. В холодильнике его оставлять не рекомендую, уже будет совершенно другой вкус. И присыпаем теперь сахарной пудрой и подаем. Можно сразу же его кушать. Посмотрите, какое оно нежное, красивое, воздушное. Я очень люблю этот вкус, потому что я люблю вообще заварной крем. И это суфле мне тоже очень понравилось. Если вы любите заварной крем и мороженое пломбир, я думаю, что вам понравится этот десерт по вкусу. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Подписывайтесь на меня на YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также жду вас в моем Instagram. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.